Вы когда-нибудь сталкивались с трудностями при вязании крючком идеальной пятки носка? Кажется, что это сложно, трудоемко и требует много расчетов. Спешу вас обрадовать. Все гораздо проще, чем вы думаете. В этом видео я покажу вам, как связать очень простую, изящную и анатомическую пятку крючком. Но вы, возможно, подумаете, так, ты уже показывал нам такую пятку, и вы абсолютно правы. Однако сегодня я переверну пятку и свяжу ее наоборот. А вам останется только выбрать, какие носочки нравятся вам больше. С пяткой, которая параллельна стопе, или с пяткой, которая перпендикулярна стопе. Для примера эти носочки я вязала на 37 размер, но в видео я подробно объясню, какой параметр за что отвечает, чтобы вы могли легко связать носочки на любой размер, который вам нужен. Кстати, плотность моего вязания 23 петли на 10 сантиметров. Готовы создать идеальные носочки? Тогда поехали. Для вязания одного носочка мне потребуется один моток вот такой вот пряжи. Это подмосковная пряжа из Троицка. И вот ее характеристики. 80 грамм в таком мотке я покупала в фикс-прайсе. Уйдет чуть больше половины этого мотка на один носок. Поэтому на два носка нужно два таких моточка. Крючок, которым я буду вязать, это крючок 4 миллиметра. Knit Pro, набор Crochet Mellow Set, что-то такое. Также мне потребуется контрастная нитка для набора и иголка для сшивания шерсти. Носочки, которые я буду делать на этот раз в этом видео, будут размера 37. В предыдущем видео я делала 36 размер, в этом будет 37. Но количество петель я оставила в длине то же самое. Здесь у меня чуть ниже отворота. На самом деле человек, который будет носить эти носки, скорее всего, будет носить их вообще вот так вот, без отворота. Именно поэтому я и сохранила то же самое число петель, потому что отворот в этой паре носков мне не особо нужен. Итак, беру контрастную нитку и крючок и набираю 80 воздушных петель. Петли набраны, и длина этой цепочки — это вот расстояние по низу носочка, его самая длинная часть. И дальше перехожу на вязание основным цветом основной пряжи. Итак, первый ряд носочка. Немного разворачиваю цепочку, и в этом изделии будем вязать за перемычки. То есть вот она петля, у петли есть. Давайте я сниму крючок. У петли есть дальняя дужка, есть передняя дужка и есть вот она перемычка. И вот за эти перемычки мы свяжем с вами первый ряд. Это нужно будет для того, чтобы потом с легкостью удалить эту контрастную нитку. Мне часто пишут об этом, о том, что давайте вязать так, так будет легче. Так на самом деле легче, но просто вязать на камеру так не очень удобно. Поэтому обычно я вяжу за дальнюю дужку, но раз вы настаиваете, в этом видео я свяжу за перемычку. Итак, первый ряд, как всегда, начинается сначала с воздушной петли подъема, дальше немножко разворачиваю цепочку и вкалываю крючок в заднюю перемычку. Вот так. Подхватываю рабочую нитку, вывожу петлю и делаю одну соединительную петлю. Это получается один. Так. В следующую точку 2. Опять в следующую точку 3. В следующую точку 4. Всего в первом ряду будет 80 соединительных петель. То есть первая воздушная петля подъема и дальше 80 соединительных петель. Ровно то число, которое я набрала. 80 петля, последняя, тоже за перемычку 80. И на самом деле самый главный секрет успешного вязания этих носочков
Это пересчитывать петли, считать петли в каждом ряду и пересчитывать петли после того, как вы их провязали. Поэтому я настоятельно рекомендую: провязали ряд, пересчитали петли, провязали ряд, пересчитали петли. Итак, в первом ряду петель должно быть 80. Второй ряд. Воздушная петля подъема, поворот. И во втором ряду начинаю вязание опять во второе звено от крючка. Раз, два, вот так, за дальнюю дужку, вкалываю крючок, подхватываю рабочую нитку, вывожу. Давайте еще раз. И делаю соединительную петлю. Раз. В следующую точку за дальнюю дужку. Подхватываю рабочую нитку, вывожу. Два. В следующую точку. Немножко слоится пряжа. 3. 4. И здесь тоже будет 80 соединительных петель. 79. И 80-я петля в последнюю белую петлю. Это информация для контроля себя. Итак, второй ряд готов. В нем было 80 петель. И дальше третий ряд. Воздушная петля подъема, поворот. И точно так же во второе звено от крючка. Раз, два. За заднюю дужку вкалываю крючок и вяжу. Раз, два, 3, 4, 5. В третьем ряду тоже будет 80 петель. Это будет тоже полный ряд. И такими полными рядами я вяжу до 5-го ряда включительно. Встречаемся там, и я покажу, что делать дальше. Провязала я 5 рядов, 5 полных рядов по 80 петель, и в 6-м ряду я буду делать пятку. Но сначала сделаю отметку маркером. Вот смотрите, маркер я вешаю на 44-ю петлю от носика. Носик там, где белый хвостик. С вот этого края у меня сейчас открытая петля, и здесь будет вход в носок. Как я получаю это значение? Я беру сантиметровую ленту и отмеряю где-то 22 сантиметра длина стопы. Но носок я делаю на размер где-то 37, это 23,5, по-моему. То есть я отмеряю на 1,5 сантиметра меньше, чем мне нужно. Вот это расстояние — это длина стопы. Пик пятки придется на 22 сантиметра, а остальное уйдет на загиб. Открытая петля у меня с вот этого края. Возвращаю крючок в открытую петлю и вяжу до маркера. Маркер не провязываю. Воздушная петля подъема, поворот. И до маркера у меня будет 36 соединительных петель. Во второе звено от крючка начинаю. Раз, два, 3, 4. 36 петель я провязала, останавливаюсь перед маркером, и дальше начинается пятка. Итак, мне нужно развернуться и начать вязать в обратную сторону. Вкалываю крючок в следующую точку с маркером за заднюю дужку, делаю одну соединительную петлю и в следующую делаю вторую соединительную петлю. Дальше поворачиваю изделие и вкалываю крючок в третье звено от крючка. Раз, два, 3. Воздушную петлю подъема в этом моменте я не делаю. И делаю снова соединительную петлю. Итак, я повернулась, и теперь в обратную сторону мне нужно связать 14 соединительных петель. Одну связала, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, 10, 11, 12, 13, 14. И я связала 14 соединительных петель. Снова воздушная петля подъема и снова поворот. А вот теперь вкалываю крючок опять во второе звено от крючка. Делаю соединительную петлю и снова вяжу 14 соединительных петель. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
и 14. Дохожу до самого края и здесь подхватываю перемычку, вот так, и в нижний ряд делаю сцепку. Раз, и еще одну петлю в нижний ряд, 2. И снова разворачиваюсь. И дальше снова не делаю воздушную петлю подъема, а сразу вкалываю крючок в третье звено от крючка. И теперь вяжу 12 соединительных петель. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Снова воздушная петля подъема, поворот и в обратную сторону опять 12 соединительных петель. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. И снова я подхожу к самому краю. И здесь опять нужно сделать сначала сцепку. Вкалываю крючок в перемычку и в нижний ряд. Одна соединительная петля. И в следующую точку вторая соединительная петля. Разворот, воздушную петлю подъема не делаю. Вкалываю крючок в третье звено от крючка. Раз, два, три. За заднюю дошку. Раз, два, 3. Здесь делаю 10 соединительных петель. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Воздушная петля подъема, поворот и снова 10 соединительных петель. Во второе звено от крючка начинаю. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И опять нужно сделать сцепку. Вкалываю крючок в перемычку в нижний ряд. Делаю одну соединительную петлю. В следующую точку вторая соединительная петля. Поворот, воздушную петлю подъема не делаю. В третье звено от крючка начинаю делать соединительные петли. И теперь их будет 8. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Воздушная петля подъема, поворот и снова 8 соединительных петель. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Снова вкалываю крючок в перемычку в нижний ряд. Одна петля, сцепка. И в следующую точку вторая соединительная петля. Поворот. Воздушную петлю подъема не делаю. В третье звено от крючка вкалываю крючок и начинаю делать соединительные петли. Раз, два, их будет 6. 3, 4, 5, 6. Воздушная петля подъема, поворот и в обратную сторону снова 6 соединительных петель. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Снова сцепка, вкалываю крючок в перемычку в нижний ряд. Раз. И в следующую точку вторая соединительная петля. 2. Поворачиваю изделие, воздушную петлю подъема не делаю. В третье звено от крючка начинаю делать соединительные петли. Раз, два, 3, 4. Воздушная петля подъема, поворот. И снова раз, два, 3,
4, сцепка, в перемычку, в нижний ряд, 1, 2. Поворачиваю изделие, воздушную петлю подъема не делаю, в третье звено от крючка начинаю делать соединительные петли, 1, 2. Воздушная петля подъема, поворот, и дальше я вяжу уже до края носика, но здесь до края носика я не дойду 2 петли. Итак, считаем петли. 1, 2, 2 соединительных петли, это все еще пяточка. Дальше перемычка и сцепка. И после пятки у меня будет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 27 и 28. Итого, вот здесь я провязываю 30 петель, 2 петли приходится еще на пяточку, и 28 петель уже приходится на полную часть. И это все, вот это вот, все, это был 1/6 ряд. И теперь 7 ряд. Воздушная петля подъема, поворот, и начинаю делать петли во второе звено от крючка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Вот, кстати, число 28 нужно запомнить. Я вам не сказала это на предыдущем ряду. Именно это число понадобится для того, чтобы сделать вторую половину пятки. 29, 30. Дохожу до ступеньки, делаю сцепку, вкалываю крючок в перемычку в нижний ряд. 31, в следующую точку 32. Снова ступенька, снова в перемычку в нижний ряд. 33, 34. Снова ступенька, в перемычку в нижний ряд. 35, 36. Снова ступенька. 37, 38. Снова ступенька. 39, 40. Снова ступенька. 41, 42. Снова ступенька. Теперь вяжу до конца ряда уже. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 и 64. Все верно. У меня остается, это был 7 ряд, здесь 64 петли и 2 в остатке от носика. Итого в моем носке стало 66 петель. Как получается это число? Это наборная цепочка из 80 петель минус 14. Это то значение, которое мы откладывали
для пятки. То есть, если у вас наборная цепочка состоит из другого числа петель, и пятка имеет другую высоту, другую длину, то тогда ваше значение будет вот набор минус пятка. У меня 80 минус 14. И в итоге по верху носка, по тыльной стороне носка я получаю 66 петель. Общая длина носка. 8 ряд. Воздушная петля подъема, поворот. Во второе звено от крючка за дальнюю дужку. Раз, два, три, 4. И здесь вяжу 62 соединительных петли, не дохожу до предыдущей ступеньки, еще 2 петли. 8 ряд готов. 9 ряд. Воздушная петля подъема, поворот. Опять во второе звено от крючка за дальнюю дужку начинаю делать соединительные петли, и в 9 ряду будет тоже 62 соединительных петли. Дальше 10 ряд. Воздушная петля подъема, поворот. Во второе звено от крючка за дальнюю дужку начинаю делать опять соединительные петли. И в 10 ряду их будет 60. То есть до края носика я не дохожу, еще 2 петли. Тем самым образую еще одну ступенечку. 10 ряд готов, не дошла до края, еще 2 петли. 11 ряд. Воздушная петля подъема, поворот. Во второе звено от крючка начинаю делать соединительные петли, и в 11 ряду будет снова 60 соединительных петель. 11 ряд готов. 12 ряд. Воздушная петля подъема, поворот. Во второе звено от крючка начинаю делать соединительные петли, и в 12 ряду будет 58 соединительных петель. То есть до последней ступеньки не дохожу, снова 2 петли. 12 ряд готов. Дальше 13 ряд. Воздушная петля подъема, поворот. Во второе звено от крючка начинаю делать соединительные петли, и в 13 ряду снова будет 58 соединительных петель за дальнюю дужку, естественно. 13 ряд готов, и дальше будет 14 ряд. Воздушная петля подъема, поворот. Снова начинаю во второе звено от крючка за дальнюю дужку. Вяжу соединительные петли, и 14 ряд это будет полный ряд. Он провяжет все петли до конца. То есть в 14 ряду будет 66 соединительных петель. Дохожу до первой ступеньки в 14 ряду и делаю сцепки. Сцепки делаются точно так же, как и при провязывании пятки. Вкалываю крючок в перемычку и спускаюсь на ряд ниже. И делаю соединительную петлю через все петли на крючке. Снова в следующую соединительную петлю обычная соединительная петля за дальнюю дужку. Опять в перемычку и в нижний ряд. И делаю соединительную петлю. И снова обычная соединительная петля. У каждой ступеньки нужно сделать 2 соединительных петли, так как именно это число мы оставляли недовязанными для формирования этих ступенечек. Последняя ступенька, всего ступенек у меня 5, и самая последняя 66 петля. И вот получается 14 ряд, провязал этот носок полностью, от этого края, вот до этого края. 15 ряд. Воздушная петля подъема, поворот. Во второе звено от крючка начинаю делать соединительные петли за дальнюю дужку, и в 15 ряду их снова будет 66. 16 ряд он снова будет укорочен, и он не дойдет до края носика, 8 петель. То есть в 16 ряду будет 58 петель. Воздушная петля подъема, поворот. Во второе звено от крючка начинаю делать соединительные петли за дальнюю дужку. В конце ряда оставлю 8 петель недовязанными. 16 ряд готов. 17 ряд. Воздушная петля подъема, поворот. Во второе звено от крючка за заднюю дужку начинаю делать соединительные петли, и в 17 ряду у меня будет тоже 58 соединительных петель.
17 ряд готов, и дальше 18 ряд. Воздушная петля подъема, поворот. Во второе звено от крючка вкалываю крючок и начинаю делать соединительные петли за дальнюю дужку. 18 ряд снова будет укорочен, но он будет длиннее предыдущего ряда на 2 петли. То есть в 18 ряду будет 60 петель. Вот здесь вот он вот эту дойдет до этой ступеньки, сделает сцепку и провяжет еще 2 петли из нижнего ряда. Дохожу до ступеньки в 18 ряду и делаю сцепку. Сцепка точно такая же, как на пяточке, как на предыдущем скосе. Вкалываю крючок в перемычку и в нижний ряд за дальнюю дужку. И провязываю соединительную петлю через все нити на крючке. Раз. И провязываю в следующую точку еще одну соединительную петлю. 2. Вот получается 60 петель для 18 ряда. 19 ряд. В обратную сторону воздушная петля подъема, поворот. И, как всегда, во второе звено от крючка начинаю делать соединительные петли. И в 19 ряду у меня будет 60 соединительных петель. 19 ряд готов, дальше 20 ряд. Воздушная петля подъема, поворот. И в 20 ряду будет еще на 2 петли больше, чем в 19. Итак, во второе звено от крючка начинаю делать 20 ряд. За заднюю дужку вяжу соединительные петли. И в 20 ряду у меня будет 62 соединительных петли. То есть вот эту ступенечку я тоже прохожу и вяжу еще 2 петли из нижнего ряда. Точно так же, как на предыдущем шаге. 59 и 60. Дальше сцепка и 2 петли из нижнего ряда. Делаю сцепку в нижний ряд, 61 и в следующую точку 62. Это был 20 ряд. 21 ряд. Воздушная петля подъема, поворот. Во второе звено от крючка начинаю делать соединительные петли. В 21 ряду я вяжу 62 соединительных петли за заднюю дужку. 22 ряд. Воздушная петля подъема, поворот. Во второе звено от крючка вкалываю крючок и вяжу соединительные петли. В 22 ряду у меня снова будет на 2 петли больше, чем в предыдущих рядах, то есть это 64 соединительных петли за дальнюю дужку. 62 сцепка, 63 и 64. 23 ряд. Воздушная петля подъема, поворот. Во второе звено от крючка начинаю делать соединительные петли. В 23 ряду это опять 64 соединительных петли за дальнюю дужку. 23 ряд готов. Дальше 24 ряд. Воздушная петля подъема, поворот. Во второе звено от крючка начинаю делать соединительные петли за дальнюю дужку. И в 24 ряду это будет полный ряд. Он дойдет до самого конца. Здесь будет 66 соединительных петель. Вот эту ступеньку я тоже прохожу и делаю сцепку. И такими полными рядами по 66 соединительных петель туда-сюда я вяжу с 24 ряда по 33 включительно. 63, 64, сцепка, 65 и последняя петля 66. Воздушная петля подъема, поворот, и вот дальше начинаются просто эти полные ряды по 66 петель до 33 ряда включительно. Встречаемся там. 33 ряда закончено. Давайте переверну вот так. Это лицевая сторона. И здесь, если считать, то будет 1, 2, 3, 4, 5. 5 полных пар рядов. Если вы считаете, что у вас широкая нога и вам нужно сделать носок шире, то здесь сделайте еще одну или, может быть, 2 пары рядов. Но я хочу напомнить, что эта вязка прекрасно тянется. И мне 5 пар рядов достаточно. Дальше 34 ряд.
Воздушная петля подъема, поворот. Во второе звено от крючка за дальнюю дужку начинаю делать соединительные петли, и в 34 ряду будет 64 соединительных петли. То есть до конца ряда не дохожу, снова 2 петли, и это начинается второй скос носика. 34 ряд готов. Здесь 2 петли не довязала. 35 ряд. Воздушная петля подъема, поворот во второе звено от крючка, за дальнюю дужку начинаю делать соединительные петли. В 35 ряду будет 64 соединительных петли. 36 ряд. Воздушная петля подъема, поворот. В 36 ряду будет 62 соединительных петли. То есть он будет еще на 2 петли короче, чем предыдущая пара рядов. Вот до сюда вяжу. 37 ряд. Воздушная петля подъема, поворот. В 37 ряду снова 62 соединительных петли. 37 ряд готов. 38 ряд. Воздушная петля подъема, поворот во второе звено от крючка, за дальнюю дужку начинаю делать соединительные петли, и в 38 ряду это будет 60 соединительных петель. То есть еще 2 петли не дохожу до ступеньки, до последней ступеньки. 38 ряд готов. 39 ряд. Воздушная петля подъема, поворот, и в 39 ряду будет 60 соединительных петель. Начинаю точно так же во второе звено от крючка за дальнюю дужку. 39 ряд готов. 40 ряд. Воздушная петля подъема, поворот во второе звено от крючка. Начинаю делать соединительные петли за дальнюю дужку. И пара рядов 40-41. Это будет последняя пара укороченных рядов в этой части скоса. И до края последней ступеньки она не дойдет еще 2 петли. Таким образом, в 40 ряду будет 58 соединительных петель. 40 ряд готов. Дальше 41 воздушная петля подъема, поворот во второе звено от крючка, вкалываю крючок и начинаю делать соединительные петли. И в 41 ряду будет 58 соединительных петель, и это будет последний укороченный ряд в этой части скоса. 41 ряд готов. Дальше 42 ряд. Он провяжет этот ряд до конца. Это будет полный ряд. В нем будет 66 петель. Он снова соберет все вот эти ступеньки. Итак, воздушная петля подъема, поворот. Во второе звено от крючка вкалываю крючок за дальнюю дужку, начинаю делать соединительные петли. Всего в 42 ряду будет 66 соединительных петель. Дошла я до ступенечек в 42 ряду, и здесь точно так же провязываю их, делаю сцепки, как мы делали до этого. Вкалываю крючок в перемычку в нижний ряд. Раз, два. У каждой ступенечки 2 соединительных петли, потому что именно это число недовязанных петель мы оставляли для каждого ряда. Снова в перемычку в нижний ряд. Раз. И снова 2. Опять в перемычку в нижний ряд. Раз. И в следующую точку 2. В перемычку в нижний ряд. Раз. 2. И это будет последняя 66 петля в 42 ряду. 43 ряд. Воздушная петля подъема, поворот во второе звено от крючка, вкалываю крючок и вяжу за дальнюю дужку. В 43 ряду будет 66 соединительных петель. Далее 44 ряд. 44 и 45 ряды. Это снова будет пара укороченных рядов. И до края носика она не дойдет 8 петель. То есть в 44 ряду делаю так.
Воздушная петля подъема, поворот, во второе звено от крючка, начинаю вязать соединительные петли, и в 44 ряду у меня будет 58 соединительных петель. 44 ряд я провязала, то есть делаю самый короткий из всех укороченных рядов, да, и дальше буду снова делать на 2 петли больше в каждой следующей паре укороченных рядов. 45 ряд, воздушная петля подъема, в обратную сторону 58 соединительных петель за дальнюю дужку, как всегда, начинаю во второе звено от крючка. 45 ряд готов, 46 ряд будет на 2 петли длиннее, чем предыдущая пара рядов. Воздушная петля подъема, поворот, во второе звено от крючка. Начинаю делать соединительные петли. И в 46 ряду будет 60 соединительных петель. То есть я прохожу эту ступеньку и делаю 2 петли из нижнего ряда. Итак, вот она ступенька, здесь делаю все то же самое, что мы уже делали. Вкалываю крючок в перемычку в нижний ряд для того, чтобы сделать степку. И делаю соединительную петлю. И в следующую точку делаю вторую соединительную петлю. Это был 46 ряд, в нем было 60 соединительных петель. 47 ряд, воздушная петля подъема, поворот. Во второе звено от крючка за дальнюю дужку начинаю делать соединительные петли. И в 47 ряду снова будет 60 соединительных петель. 48 ряд. Воздушная петля подъема, поворот. Во второе звено от крючка за дальнюю дужку начинаю делать соединительные петли. В 48 ряду будет 62 соединительных петли. Это на 2 петли больше, чем в предыдущей паре рядов. То есть здесь опять вот эту ступенечку я прохожу и снова беру 2 петли из нижнего ряда. Итак, подошла я к ступеньке. Делаю сцепку с нижним рядом, вкалываю крючок в перемычку. Это будет 61 петля. И в следующую точку 62. Это был 48 ряд. 49 ряд. Воздушная петля подъема, поворот. Во второе звено от крючка начинаю делать соединительные петли. В 49 ряду будет просто 62 соединительных петли. 49 ряд готов, 50 ряд, воздушная петля подъема, поворот. Во второе звено от крючка вкалываю крючок и делаю соединительные петли за дальнюю дужку. И в 50 ряду будет снова на 2 петли больше, чем в предыдущей паре укороченных рядов. То есть здесь будет 64 соединительных петли. Вот эту ступеньку снова проходим и 2 петли из нижнего ряда. Дохожу я до ступеньки в 50 ряду. Вкалываю крючок в перемычку в нижний ряд. Это 63 и 64. И на этом 50 ряд закончен. Дальше будет 51 ряд, и в нем я начну делать вторую половину пятки. И помните, на первой половине пятки я просила вас запомнить число 28. Я беру маркер и откладываю от последнего ряда именно это число. Раз, два, три, четыре. И ставлю маркер на 28 петлю. То есть эта петля, это должна быть противолежащая петля вот этой точки. Если у вас в том моменте получилось другое число, то, соответственно, вы запоминали его и откладываете только тоже его. Итак, 51 ряд. Воздушная петля подъема, поворот. Во второе звено от крючка вкалываю крючок и начинаю делать соединительные петли. И для начала я свяжу 28 соединительных петель, то есть до маркера включительно. Связала я 28 петель для этого ряда, и дальше начинается пяточка. Итак, 2 соединительных петли. Раз, два. Здесь я забываю про то, как я вязала предыдущую часть пятки, и на нее совершенно не ориентируюсь. Воздушная петля подъема, поворот и 2 соединительных петли в обратную сторону. Раз, два. Снова воздушная петля подъема, поворот и снова 2 и теперь 4 соединительных петли. Раз, два. Дохожу до ступеньки и делаю сцепку. Вкалываю крючок в перемычку и в нижний ряд. 3, 4. Снова воздушная петля подъема, поворот и 4 соединительных петли в обратную сторону. Начинаю во второе звено от крючка. Раз,
2, 3, 4. Снова воздушная петля подъема, поворот, снова во второе звено от крючка. В этой части пятки каждый ряд начинается во второе звено от крючка. Я делаю теперь 6 соединительных петель. Раз, два, три, 4. Делаю сцепку с нижним рядом. Это 5. И в следующую точку 6. Снова воздушная петля подъема, поворот. Во второе звено от крючка начинаем делать 6 соединительных петель. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Воздушная петля подъема, поворот. Во второе звено от крючка начинаю делать 8 соединительных петель. 2, 3, 4, 5, 6. Сцепка с нижним рядом. 7, 8. Воздушная петля подъема, поворот. Во второе звено от крючка за дальнюю дужку. И здесь 8 соединительных петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Снова воздушная петля подъема, снова поворот. И теперь 10 соединительных петель. Точно так же во второе звено от крючка начинаю делать этот ряд. Так, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сцепка с нижним рядом. 9, 10. Воздушная петля подъема, поворот. Во второе звено от крючка. Вкалываю крючок за дальнюю дужку, вяжу 10 соединительных петель. 2 связала. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Воздушная петля подъема, поворот. И теперь 12 соединительных петель. Во второе звено от крючка начинаю. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Делаю сцепку. 11, 12. Воздушная петля подъема, поворот и в обратную сторону. Снова 12 соединительных петель. Начинаю, как всегда, во второе звено от крючка. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11 и 12. Снова воздушная петля подъема, снова поворот. И теперь 14 соединительных петель. Это будет последняя пара рядов на пяточке. Начинаю, как всегда, во второе звено от крючка. Если вы помните, то первую половину пятки мы тоже начинали с 14 петель. И заканчиваем вторую половину пятки 14 петлями. То есть, если у вас было другое значение петель на пятке, не 14, допустим, 16, 18 или, может быть, наоборот, меньше, там 12, 10, то и здесь вы заканчиваете именно тем числом, которое у вас было на первой половине пятки, чтобы все было ровно, чтобы все было симметрично. 12 провязала, теперь сцепка и 2 петли из нижнего ряда. 13, 14. И воздушная петля подъема, поворот, и в обратную сторону снова 14 соединительных петель. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Воздушная петля подъема поворот, и теперь вяжу все петли до самого конца. Считаем петли. Во второе звено от крючка начинаю. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ступенька, а значит нужно сделать степку. Вкалываю крючок в перемычку в нижний ряд. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. И на этом 51 ряд закончен. Мы в нем связали вот такой вот треугольник. Этот треугольник будет пяткой. Дальше будет 52 ряд. 52 ряд провязывает вот эту пяточку вот так по периметру и дойдет до самого края носка. То есть в нем будет 80 петель. Это то число, которое я набирала в самом начале. И вот мы дошли до полного ряда, где число петель восстановлено до конца. То есть у меня было 80, у вас, если было другое число, то здесь, если вы все сделали правильно, должно получиться то ваше число, которое вы набирали. Итак, воздушная петля подъема, поворот. Как я вяжу 52 ряд? Во второе звено от крючка вкалываю крючок и начинаю делать соединительные петли. Сначала вяжу 36 соединительных петель, и я дохожу до пика пяточки. Дошла я до пика пяточки, провязала 36 соединительных петель, и дальше идут ряды, точнее даже пары рядов. И здесь в каждую пару рядов я делаю, соответственно, 2 соединительных петли. Итак, первая пара рядов, вкалываю крючок в ниточку и в перемычку, вот так. Вытаскиваю рабочую петлю и протаскиваю ее через петлю на крючке. Это 1. Следующую точку просто в пространство между рядов. 2. Снова в ниточку в перемычку. 3. 4. В ниточку в перемычку. 5. 6. В ниточку в перемычку. 7. 8. В ниточку в перемычку. 9. 10. В ниточку в перемычку. 11. 12. И в ниточку в перемычку. 13 и 14. И здесь снова я получаю число 14. Это то самое число, с которого мы начинали вязать пятку. Соответственно, если вы начинали вязать пятку с другого числа, то тогда у вас здесь получится оно при обвязке вот этой вот стороны. 36 плюс 14 это будет 50. Получается 50 петель я связала и дальше довязываю ряд до конца. Так. 51, 52, 53, 54, 55, 56,
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78. Ступенька в перемычку, в нижний ряд 79 и 80. И я прихожу снова к числу 80. Это число 80 это именно то число, которое я набирала вот здесь в самом начале. Значит, у меня все верно. 52 ряд готов, и дальше до 55 ряда включительно. Я вяжу просто все петли в этом изделии. То есть это будет воздушная петля подъема, поворот во второе звено от крючка, начинаю делать соединительные петли. И до 55 ряда включительно, то есть это 53, 54, 55, будет 80 соединительных петель. И смотрите, если вы вязали все это время носок на какую-то более широкую ногу, и вот здесь последовали моему совету, и сделали больше пар полных рядов, то тогда вот здесь сделайте то же самое. Если вы здесь прибавили одну пару рядов, то и здесь сделайте на одну пару полных рядов больше, чем у меня. Довязываю до 55 ряда и показываю вам, как сшивать это изделие. Теперь про то, как я буду сшивать этот носок. Здесь нужно оставить длинную нитку. Как получить длину этой нити? Нужно провязать еще один ряд, отрезать нитку на расстояние примерно 30 сантиметров, потому что нужно будет еще сшить носик, и затем этот ряд распустить. И тогда вы точно узнаете длину, необходимую для сшивания этого носочка. Вставляю нитку в иголку с широким ушком. Складываю носок именно вот так. Наборный ряд внизу. Открытая петля в правом верхнем углу. Открытую петлю закрываю. Это будет воздушная петля подъема, которую мы делали в начале каждого ряда. И перехожу к сшиванию. Вот так складываю носок. Здесь фиолетовая нить. Она показывает, как нужно подцепить белую ниточку. То есть вот фиолетовая нить цепляет две вот эти нити. Делаю то же самое рабочей ниткой. Цепляю две нити и затягиваю. Затягиваю не туго, не слабо, затягиваю на плотность своего вязания. И дальше возвращаю иголку в воздушную петлю подъема предыдущего шага. И снова все затягиваем. Тем самым, смотрите, образуется петля. Вот она, петля. И возвращаю иголку в следующую кромочную и в петлю, которая только что образовалась. И вот получается, что я прошила первый стежок. И снова все подтягиваю. Вот. Дальше продвигаюсь по наборному ряду. Снова подхватываю две ниточки, которые цепляет контрастная нить. Подтягиваем в петлю, в кромочную предыдущего шага. И дальше в следующую кромочную, из которой еще ни один стежок не выходит. И снова в петлю, которая только что образовалась. И снова все подтягиваю. И опять. Здесь вот так раздвигаю, смотрю, как проходит фиолетовая нить. Вот эти две ниточки она цепляет. Тыц. В петлю, в кромочную. Подтягиваю. В следующую кромочную и в только что образовавшуюся петлю.
подтягиваю. 2 ниточки, которые цепляет контрастная нить. Подтягиваю в петлю в кромочную, подтягиваю в кромочную, в петлю. Это будет незаметный шов, что с лица, что с изнаночной стороны. Он полностью имитирует траекторию вязания. Снова 2 ниточки, которые цепляет контрастная нить. Подтягиваю в петлю в кромочную, подтягиваю в следующую кромочную в петлю, подтягиваю 2 ниточки, которые цепляет контрастная нить, в петлю в кромочную, следующую кромочную и в петлю. И работаю такими стежками до конца ряда. Число петель должно сойтись. У меня наборное число петель 80. И в последнем ряду вязания тоже было 80 петель. Последние стежки подтягиваю. Снова цепляю 2 ниточки. В петлю в кромочную. В кромочную в петлю. Подтягиваю. Снова цепляю 2 ниточки. В петлю в кромочную. В кромочную в петлю. Последний стежок. Цепляю 2 ниточки. В петлю. В кромочную. Шов на этом закончен. Начальный хвостик и рабочую нитку связываю между собой на узел. Вот так. И дальше давайте удалим контрастную нитку. Выворачиваю носок на лицевую сторону. Открываю наборный ряд. Здесь цепочка из воздушных петель, и ее будет легко удалить в одно движение, если провязать первый ряд за перемычку, а не за дальнюю полупетлю. Так, вот сейчас я ее открою. Так. И просто дергаю за эту нитку. Все, контрастную нить я удалила. Опять выворачиваю на лицо носок, точнее наизнанку. Это изнаночная сторона, да, выворачиваю носок наизнанку. Изнанка там, где, видите, вот эти вот косички идут вверх. И скос носика, ну, выглядит не так красиво, как на лице. Я потом покажу вам, как он выглядит на лице. Там он красивее. И... Так, и начинаю сшивать пальцы. Здесь вкалываю крючок в нитку, в перемычку.
опять с противоположной стороны в перемычку в нитку в перемычку, так, в нитку в перемычку в нитку, в нитку в перемычку, вкалываю. Так, и последний стежок. И немножечко так подтягиваю и возвращаюсь в противоположную сторону, в те же самые точки. Я вкалываю иголку, по крайней мере, стараюсь в те же самые. Так, так. И снова так немножечко подтягиваю. И теперь вот эту сторону, оставшуюся сторону, тоже зашиваю. Так, так. Подтягиваю и возвращаюсь в центр иголкой. Все. Дальше можно хвостики еще раз связать между собой на еще один узелочек и прячу рабочую нить вот таким образом в вязаном ряду. Со вторым хвостиком поступаю точно так же. И фактически мой носочек на этом готов. И вот теперь выворачиваю носочек на лицевую сторону. Так, здесь еще маркеры надо все снять. И вот смотрите, как выглядит скос носика на лицевой стороне. Здесь такая четкая косичка есть, что с одной, что с другой стороны. И вот она пяточка. После всего этого носочек еще нужно постирать, высушить. И только тогда он станет уже идеальным, таким красивым, стройным, ровным. Все петельки уляжутся, с пряжи спадет напряжение, петелька станет одна к другой. Смотрите, вот этот носочек я связала только что, он еще не прошел ВТО, и вот этот носок уже прошел ВТО, он уже высушен, отпарен, и он намного мягче, он, видите, он как тряпочка, он такой даже форму не держит, а этот вот прям стоит. Вот такие носочки получились у меня на этот раз. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какая пятка вам нравится больше, которая перпендикулярна стопе, то есть та, которую я показала в этом видео, или которая параллельна стопе, то есть та, которую я показывала в своих предыдущих видео. Очень надеюсь, что вам понравилось это видео, и что эти носочки вы тоже возьмете к себе в арсенал и тоже будете вязать носочки с вот такой вот перпендикулярной пяткой. Заранее спасибо за ваши лайки, за то, что пишете комментарии, смотрите мои видео, подписывайтесь на канал. Спасибо за внимание. Пока-пока.